Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила для вас небольшую финскую нарезку новостей. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начну с блокбастера. В субботу, 22 сентября 2018 года в Финляндии, где главное субботнее событие обычно – это распродажа молотого кофе на 3 цента дешевле обычного, вдруг закрутился голливудский боевик. 400 командос в масках, на катерах, самолетах и вертолетах с моря и воздуха высаживаются на остров близ Турку. Официальная версия – расследуем отмывание денег. Налоговое, конечно, дело серьезное, но с каких пор для налоговой проверки нужна вооруженная поддержка с моря и воздуха? Для чтения грозбухов задействовали полицию, армию, пограничников, таможню. Оказалось, что так дебет-кредит проверяют у компании Айристон Хельми, который владеет российский бизнесмен Павел Мельников. Он устроил на острове якобы спа-курорт, сауна, джакузи, коктейли в кокосах, все такое. Но финская разведка сразу смекнула: у нас под носом русские строят секретную базу. И вот захват, обыски, конфисковали 327 терабайт данных. Это ж что он там хранил? Полную коллекцию сериалов «Санта-Барбара» или архив всех выпусков «Давай поженимся», начиная с 90-х. Проходит 6,5 лет. Расследовали, собрали улики, доказательства и все, что нашли, это налоговые махинации. Ни шпионов, ни подлодок, ни злодейского логова с котом на троне. В итоге Мельников получил 1,5 года условно, то есть, по сути, ничего. И вот тут возникает главный вопрос: а что это вообще было? Военно-налоговые учения? Но самое смешное, многие финны до сих пор уверены, что там точно была военная база России. Там могли размещаться и обслуживаться русские подлодки. Но просто очень секретная база. Ее не нашли, потому что очень секретная. Русские мастера маскировки. Выводы. Финляндия показала, что готова противостоять угрозам, даже если угроза была воображаемая. Граждане могут спать спокойно. Финские карацупы бдят. Россия представляет серьезную угрозу для Финляндии, и улучшение ситуации не ожидается, заявил начальник финской полиции безопасности СУПО Юха Мартелиус. По его словам, сейчас Финляндия переживает самый опасный со времен окончания Холодной войны период для национальной безопасности. Когда война на Украине закончится, Россия, вероятно, перенаправит освободившиеся ресурсы на другие направления, включая Европу и Финляндию. Пока основные усилия России сосредоточены на странах Центральной Европы, активно поддерживающих Украину, но после окончания войны ситуация может измениться. Финляндии необходимо быть готовой к усилению российского влияния. Мартелиус также упомянул деятельность российской военной разведки ГРУ, включая саботажные операции, направленные на ослабление поддержки Украины. Эти действия маскируются через посредников, чтобы скрыть следы, ведущие к России. Кроме того, Финляндия сталкивается с активным шпионажем со стороны Китая, который использует сближение с Россией в противостоянии с США и пытается усилить свое присутствие в Арктике. Ситуация с безработицей в Финляндии ухудшается, и новые данные выглядят сурово. По данным Минтруда и экономики, на конец января этого года в стране было 325 800 безработных. Это на 34 600 человек больше, чем годом ранее.
За 2 года число безработных выросло на 60-70 тысяч. Погодите, может сказать внимательный зритель. Вот статистический центр говорит, что безработных 269 тысяч, а не 326. 8,9% трудоспособного населения. Почему разница в 50 тысяч человек? Следите за руками. 269 тысяч – это только безработные, вставшие на учет в бюро занятости и выполняющие его требования по активному поиску работы. Эта методология соответствует международным стандартам и формирует официальные показатели безработицы. Так что официально безработица в Финляндии 8,9%, 269 тысяч человек. Растет уровень безработицы среди людей с высоким уровнем образования. В конце 2024 года таких безработных было более 52 тысяч человек, на 9 тысяч больше, чем годом ранее. Причем в крупных городах Хельсинки, Эспо, Оулу, Тампере высокообразованных безработных стало больше, чем безработных без образования. В Хельсинки и Эспо почти каждый третий безработный имеет высокий уровень образования. Высокий уровень – это не только высшее образование, но и бакалавр и около того. Приходится констатировать, высшее образование уже не гарантирует финансового благополучия и защиты от безработицы, как считалось раньше. Специалисты предлагают дать людям больше возможностей для самозанятости и переквалификации. Но пока правительство поступает ровно наоборот. Касса по безработице ЮТЕКО сообщает, что безработица среди людей старше 60 лет в Финляндии значительно выше, чем у более молодых. Сюрприз! Среди членов кассы уровень безработицы в возрасте от 60 до 64 лет составляет 18,1%. У 55-59-летних безработица 8,6%, для 50-54-летних 6,9%, а для 40-49-летних 5,8%. Эксперты ЮТЕКО призывают уделить больше внимания борьбе с безработицей среди пожилых. Для начала отменили пенсионный коридор, когда пожилые безработные могли получать дополнительные выплаты по безработице. Для родившихся после 1964 года таких пособий больше не будет. Теперь осталось убедить бизнес, что ему нужны возрастные работники, когда у двери стоит толпа молодых, желающих получить работу. В Финляндии высокая безработица – это не новость, но меня удивили цифры в Швеции. По данным статистического управления Швеции, уровень безработицы в стране составляет 10,4%. Это означает, что 592 тысячи человек не имеют работы, что на 114 тысяч больше, чем годом ранее. Это самый высокий уровень безработицы в январе за последние 25 лет. Что в более экономически сильной Швеции безработица выше, чем в Финляндии, не верится. Думаю, что методики подсчета разные. Готовятся поправки к закону об аренде жилья. Сейчас четверть случаев выселения затягивается более чем на полгода. Предлагается упростить расторжение договора аренды и ускорить выселение. Договор можно будет расторгнуть, если возникает очень веская причина, которая не предусмотрена текущим законодательством. Выселение ускорится. Обычно уведомления и предупреждения рассылаются почтой. В будущем это можно будет сделать в цифровом формате, и через пару дней послания будут считаться доставленными адресату. Союз арендодателей Финляндии считает, что серьезные нарушения со стороны арендатора должны быть основанием для расторжения договора, как в Швеции. Юристы и соцстрах Кела опасаются, что расплывчатые формулировки могут привести к несправедливым выселениям. Предложения поступят в парламент на рассмотрение уже этой осенью. В муниципалитете Соткамо уже 5 лет нет очередей в городскую поликлинику.
Вместо семейного врача 70% жителей имеют постоянную медсестру. Сначала звонишь своей медсестре. Если медсестра не может решить вопрос по телефону, дело передается врачу, который перезванивает пациенту в тот же день или максимум через несколько дней. Во время звонка при необходимости назначается личный прием через день или два. Один и тот же врач ведет пациента до конца лечения, если, конечно, врач не уволится до окончания лечения. В Соткому менее половины врачей являются постоянными. Большая часть – это молодые врачи на этапе практики, которые уходят так же быстро, как и приходят. Кроме того, наблюдается тот же феномен, что и в других местах. Врачи работают неполный рабочий день. Хоть опыт Соткамо и описывает как успех, я как-то не сильно впечатлилась. По факту врачей не хватает. Лечением занимаются медсестры и практиканты. В общем, народная мудрость не теряет актуальности. Лучше быть здоровым и богатым. В мае Обама прибывает в Финляндию в рамках своего международного турне. Он выступит в Тампере 13 мая. Самый дешевый билет стоит чуть больше 100 евро. Цена на VIP-пакеты, включающие фотографию с бывшим президентом США, начинаются от 1600 евро. Но можно сэкономить 600 евро, скооперировавшись с кем-нибудь. VIP-пакеты для двоих с одной фотографией стоят около 2000 евро. Подешевел Обама, подешевел. В 2018 году он уже выступал в Финляндии на форуме Nordic Business. Тогда цены билетов на выступление Обамы начинались с 1000 евро. Ребята, наша жизнь не станет менее сладкой. Финское правительство отказалось от повышения НДС на шоколад и сладости, которое планировалось с июня 2025 года. Хотели увеличить налог с 14% до 25,5%, чтобы приравнять его к общей налоговой ставке. Но инициатива вызвала много критики, особенно из-за юридической неопределенности в рамках законодательства ЕС. Теперь, чтобы компенсировать недополученные доходы 83 миллиона евро в 2026 году, власти отменят налоговые льготы на электроэнергию для дата-центров и шахт, а также повысят акцизы на алкоголь, в частности на вино. Это повышение НДС окрестили налогом Фазер, так как крупнейший финский производитель сладостей выступал против него и пригрозил, что откажется от планов строительства новой фабрики в Лахте, если этот налог будет введен. Объявлению об отмене льгот на электричество для дата-центров предшествовали рассуждения экспертов о том, что дата-центры, об открытии которых рассказывали с большим вдохновлением, потребляют все больше электроэнергии и не имеют практически никакой выгоды для Финляндии. Дата-центры не создают высокотехнологичных цепочек добавленной стоимости и требуют всего лишь базового обслуживания – охраны, электриков, уборщиц. В общем, фонтан бьет, да воды не дает. Теперь шахтам и дата-центрам вместо выгодного промышленного налога придется платить более высокий потребительский налог на электроэнергию. Управление образования Финляндии предлагает реформировать преподавание религиозных предметов и ввести экзамен по исламу в рамках выпускных экзаменов. Для включения ислама в список экзаменационных предметов нужно постановление правительства. Предлагается также сделать изучение религиозных дисциплин обязательным в школах и на втором уровне образования. Сейчас некоторые ученики могут не посещать школьные уроки религии, а получать обучение в религиозных общинах, например, в мечетях. Предлагается исключить такую возможность. Однако управление образованием не может менять законы. Это решают министерство, правительство и парламент. Airbus и испанский стартап Шезлонг предлагают располагать ряды пассажирских кресел в самолетах в 2 уровнях, что позволит увеличить пространство для ног, и сиденье можно будет откидывать без ущерба для сидящих сзади. Пользователи сетей уже прозвали нижние зоны
зоной газовой атаки, ведь пассажиры внизу окажутся на уровне пятой точки сидящих наверху. Компании уверяют, что главная цель – повысить комфорт, но скептики считают, что это просто способ увеличить количество пассажиров, а не сделать полеты удобнее. По мне, так можно и стоячие места организовать на коротких перелетах. Пристегнулись ремнями, как альпинисты, и пару часов можно запросто перетоптаться. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. И на Пассажшок приглашаю заглянуть на карнавал. Всем приятного просмотра. Всем пока.